Всем привет! Сейчас важнейшая тема для работы с комбайном. Это поговорим про аккаунты и про прокси. Как это все нам добавлять в работу, какие форматы записи, как это все будет работать. Итак, у нас опять же перед нами наша панелька. Мы сейчас рассмотрим работу с прокси, потому что прокси это важно. Нажимаем прокси, вот нам показывают, что сейчас прокси у нас 0. Прокси у нас 0. Будем добавлять. Чтобы добавить, нажимаем кнопку добавить прокси. Формат. Формат обычный, формат Zenapostera. Прокси используются любые. Это и SOX, и HTTP, и с загрузкой, с сменой IP по ссылке. Смотрите, какой формат. Это тоже в статье на сайте будет. Ну, смотрите сейчас, чтобы тоже запомнить. Указываем формат проксей, то есть какие? HTTP или SOX. Если HTTP, пишем вот так. Username, password, hostname и порт. Вам обычно, когда покупаете или сами себе делаете прокси, у вас вам выдается логин, пароль, выдается IP-адрес проксей и порт. Вот это сюда и вписываем. Каждую запись вписываем с новой строчки. Каждую запись с новой строчки. Если у вас прокси с ссылкой, то прописываем вот так тоже. То есть первая часть, как описал выше, потом идет прямой слэш, и идет ссылка. Можно закомментировать, если надо вам, чтобы это можно было посмотреть в будущем описание какое-либо. Нажимаем Submit. Вот у нас 4 прокси. У нас они добавились в систему. Если с ссылкой напишет линк, если без, ну, статус ОК, протокол. Вот. У нас они вот так, в таком виде прописались. Если удалить, можно выбрать удалить несколько проксей. Можно удалять по одной. Добавлять, как вам то есть удобно. Но на этом еще не все. Важный момент. Еще есть настройки. Вот смотрите. Если мы зайдем в режим Options, то тут будет такой пункт: максимальное количество аккаунтов на одной прокси одновременно в работе. Работает это как? То есть, если мы указали, вот видите, здесь сейчас указано 3, указали 3, то комбайн будет не даст запустить больше 3 аккаунтов на одной прокси в потоках. То есть одновременно на одной прокси не будет работать больше 3 аккаунтов. Особенно это, опять же, актуально для тех, кто работает на нескольких серверах. Оно потому что разруливает на всех серверах это. Чтобы
не пересекались. Я сам лично стараюсь больше 3-4 аккаунтов одновременно, чтобы не работал. Ну вот стоит 3, это нормально. Если у вас IP адрес меняется по ссылке, то комбайн даст работать только одному аккаунту на данной прокси. То есть 2 аккаунта на одной прокси не запустятся, потому что они же будут мешать друг другу, то есть с этими перезагрузками. С сменой IP вот по ссылке у вас не получится сразу синхронизировать, чтобы одновременно поменялся и аккаунты работали. Вот, по этой причине, а для тех, у кого меняется по времени, то вот такую настроечку. Все, активировали ее. Идем дальше. Все, прокси у нас прописаны. Мы переходим к настройкам аккаунтов. Для работы очень важно, смотрите, прежде всего, нам надо дать название этому серверу, на котором мы работаем, потому что, опять же, повторюсь, программа позволяет управлять там десятками серверов. Нам надо тот сервер, на котором мы сейчас работаем, вот смотрите, то есть куда мы загружаем эти аккаунты. Мы идем в настройки, сервера. Тут у меня уже. Вот, смотрите, делаем сервер. Это потом нам надо будет внести в Zenoposter, чтобы Zenoposter знал, что он работает именно с данными аккаунтами. Вводим, например, давайте название там one, да, 1. Здесь можно комментарий там, наш сервер первый. Можно комментарии не писать. Добавляем. Все, у нас есть сервер. Его можно потом будет удалить, не удалить. Но он должен обязательно, хотя бы один должен быть. Вам надо обязательно запомнить вот это вот его имя. Оно будет внесено потом в настроечках, сейчас покажу, нашего комбайна, чтобы наш шаблон, который работает на данном сервере, знал, с чем он на данный момент работает. Сейчас запустится, у меня тут сервер не быстрый. Чтобы знал, что работает. Запускается. Ну, пока запускается, сейчас к этому вернемся, показываю еще. Далее нам надо создать группы аккаунтов. Мы можем, то есть, ну, пускай на сервере мы загрузили там 1000 аккаунтов, да, чтобы между ними не путаться, например, у них разные целевые аудитории, да. Одни, например, работают с Германией, вторые работают с Соединенными Штатами. Мы их можем разделить. То есть для этого нам надо обязательно тоже создать группу. Если даже у вас все одинаковые, все равно хотя бы одну группу, но создайте. Вот у меня опять же здесь есть уже, видите, группа комбо, она зарезервирована. То есть это на случай, если вдруг вы решите группу удалить, и чтобы аккаунты никуда не потерялись, они все складируются в данную группу, и здесь потом они будут находиться, вы их потом по другим там группам можете распихать. Вот смотрите, для чего сервер нужен. Открываю наш шаблончик. В нем надо будет вам как раз вот это вот имя сервера. Имя сервера, вот это вот one.
указать. Надо будет завтра памяти добавить, чтобы следующие уроки грузились быстрее, запускались. Вот. Нам надо будет вот здесь вот в имени сервера вот это вот one прописать. И тогда наш Zenopostr будет знать, что он работает именно с данными аккаунтами. Именно это на данном сервере. Соответственно, у нас там мы можем запустить 10 серверов, разделить на эти 10 серверов аккаунта, чтобы каждый сервер работал все равно со своими аккаунтами. Вот. Так, вернемся к группам. Вот смотрите дальше с группами. Это зарезервированная группа, она на случай, если вы вдруг чего-то неправильно удалите, они, аккаунты, чтобы никуда не делись, не подвисли, они вот сюда в группу комбо будут скидываться. Ну а мы создаем себе первую. Например, давайте США, да? То есть аккаунты. США. Добавили группу. Вот появилась. А вторая группа, например, с которой мы будем работать, как Германия мы говорили, да? Вот, опять же, добавить группу. Зашел, пускай будет. Вот еще момент, нюанс. 5 это у нас ограничение на имя группы 5 символов. Не забывайте, то есть. А вот комментарии уже в комментариях напишем. Там аккаунты Германия. Вот. Добавляем. Вот у нас еще одна группа появилась. И все, мы теперь переходим уже к самому важному, к аккаунтам. К аккаунтам. Аккаунты, нажимаем кнопочку «Добавить аккаунты». И вот смотрите, что у нас получается. Мы выбираем, на какой сервер установить эти аккаунты, на каком будут работать. Выбираем группу. Вот USA, да, у нас сейчас будет США. И, глядите, у нас формат аккаунтов вот такой вот. Что это обозначает? То есть, если у вас просто логин-пароль, без каких-то дополнительных данных, значит, у вас запись вот такая получается. Логин-пароль. Если у вас логин-пароль и почта с паролем, значит, вот такая запись получается. Если у вас, например, логин, пароль и куки, а больше другого ничего нету, то запись получится вот такая. То есть, чтобы были вот эти вот точки с запятой, чтобы они были, оставались. Просто пустые там поля, там пусто. Вот. Ну, сейчас самый простейший вариант. То есть, и опять же, все аккаунты, они добавляются каждый с новой строчки. Давайте сейчас добавим. Логин. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Можно закомментировать, то есть написать комментарий, что, например, это наш там аккаунт какой-то сделан. И посылаем их, чтобы они добавились. Вот они у нас сейчас, видите, появились 6 аккаунтов. Ну и вторые сейчас мы сразу же давайте тоже с вами добавим.
только в другую группу и покажу, как с группами работать. Что у нас там будет? 7, 8, 9, 10, 11, ну и хватит. Вот. Как с другими, как вообще с группами работать и как выбирать. Вот, добавили. Не указал, видите, я ошибся, я не указал группу и не указал группу и не указал сервер. Вот, это мы немцы. Вот. Вот так делаешь, и все равно ошибаешься. Но это самое главное, один раз заполнить. Все дальше уже это не с текстовыми файликами. Оно все уже более надежно и удобно и хорошо. Все, сабмит. Вот у нас. Вот они у нас аккаунты появились. Вот смотрите дальше. В процессе работы, когда у нас произойдет первый логин, да, когда мы первый раз запустим, мы соберем информацию об аккаунтах. У нас будет собранный пол, есть ли аватар или нет аватара, подключится прокси, сейчас еще прокси не подключены, на каком сервере, группы, как мы видим, есть, статусы, пока они все ок, дальше они будут меняться. Здесь количество задач, сколько в сутки задач должен выполнить аккаунт. Здесь он в данный момент у нас работает или свободный аккаунт. Create это когда мы сейчас вот добавили, да, то есть чтобы мы, например, надо нам пачку аккаунтов отфармить. Что мы делаем? То есть добавили сегодня, да, чтобы не путаться, а они, например, у нас также там в США пускай, чтобы не путаться. Мы добавляем следующие, они уже будут, например, завтра будет число 22 стоять. И нам будет уже понятно, видно наглядно, во-первых, когда аккаунты были добавлены, сколько они уже фармятся. И можно будет их тоже сортировать, чтобы, сортировки делать, выбирать, например, задачи, давать разные. В комбайне можно же давать задачи чуть ли не каждому аккаунту отдельно. Вот. Здесь будет собираться количество друзей, сколько друзей у аккаунта. Здесь собирался токен или не собирался, то есть можно собрать будет токены для работы потом в других специализированных софтах типа Дельфина. Вот. Появилась ли реклама на аккаунте, показана. И здесь вот это вот последний старт, это когда уже аккаунт будет работать. Можно будет сортировать. Смотрите, например, нам надо будет выбрать, мы хотим дать задачи только группе, которая по США работает. Выбираем США. Вот у нас только остались аккаунты, которые с Америкой. У нас, например, здесь будут там мужчины, женщины, да, мы здесь можем выбрать, например, там женщин, и будут там с аккаунты, работающие там на Америку, женские только, или там мужские, с аватарками или без аватарок. Минимум и максимум друзей можем указать тоже то есть чтобы на какие-то аккаунты дать один режим инвайтов в друзья, а на других проверить, а почему же там друзей так мало, то есть не добавляется. Вот, то есть считайте, больше порядка около 20 сортировок разных, которых можно, то есть, перебирать. Дальше мы можем аккаунты перекидывать из группы в группу. Например, вот смотрите, у нас есть там вот, немцы, да, по Германии. Берем, выделили, заходим, переместить в группу USA. Раз, все, они переместились. У нас теперь, смотрите, вот они здесь пришли, а здесь уже
меньше осталось. Также можно и обратно, то есть как угодно. Сейчас USA, например, а вот эти передвинем в группу. Оно, например, опять же удобно. Смотрим, как аккаунты прокачиваются, сколько друзей, да, и группы делаем. То есть одна группа, у нас одна стратегия работы с ней, вторая другая, третья. Смотрим, какой-то аккаунт там чего-то не пошел, его перекинем еще там между этими группами. И очень легко из-за этого получается разбираться с аккаунтами, как, где и чего. Также можно выбрать аккаунты и, например, нам надо отписать все прокси, да, чтобы, ну, например, мы поменяли прокси или мы не поменяли, а, например, не работают старые прокси, надо новые, чтобы он лишний раз там не пробегался, не проверял. Мы можем сделать вот такую штуку. Использовать прокси, перепривязать прокси. То есть выбираем, и они все прокси сбросятся и назначатся заново при старте работы. То есть будут браться из проксей, при старте работы будут работать. Также мы можем задать работать без прокси. То есть у кого, к примеру, из вас не прокси, а, например, стоит модем, который перезапускается через определенное время, либо там по BAT файлу, то мы можем указать, что аккаунты работают, разрешить работу аккаунтам без прокси, ну, выбрать каким или всем, без проксей. И тогда они не будут лезть в списки проксей, не будет говорить, что там, ребята, извините, прокси нету. И, вот. Ну и все, остальное все просто. То есть delete это удалять аккаунты, потом редактирование аккаунтов и сбор статистики тоже вам отдельно покажу. Это уже отдельный будет урок, уже когда мы перейдем к работе с комбайном. Это, я думаю, что еще день-два и уже тоже успею выложить. Вроде сейчас дают нам со светом поработать. Вот, в принципе, надеюсь, что примерно все понятно по поводу прокси и аккаунтов. И сейчас подготовлю следующий урок, который будет у нас по спискам, без которых работать практически невозможно. Всем спасибо, до встречи.